Демилитаризация Крыма продолжается. Еще один российский корабль пошел по известному курсу. Слова и дела. Последний китайский банк отказался от работы с российским бизнесом. Провокация или покушение? Кто подверг смертельному риску первое лицо в Евросоюзе? Первый полет «Фламинго» не был испытательным, результат ошеломляет. Предполагаемый убийца Порубия пойман и дает показания. Пожарные трудились несколько дней. Дворец Путина чуть не сгорел. Штурм российского посольства. Полиция не успела среагировать. И многое другое. Самые важные и срочные новости. Эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Ночь в оккупированном Крыму ознаменовалась вспышками, которые озарили небо над Гвардейским неподалеку от Симферополя. Спецподразделение Главного управления разведки Минобороны Украины «Призраки» безжалостно ударило по авиабазе российских захватчиков, используя высокоточные дроны. В результате 2 вертолета Ми-8 противника превращены в обломки. А это не только потеря боевых возможностей, но и десятков миллионов долларов. Украинские разведчики не ограничились одним ударом. В бухте Севастополя на вражеский буксир, предположительно БУК-2190, была направлена специальная боеголовка. Судно выведено из строя. Этот корабль входит в состав подводных диверсионных сил врага, и его поражение затруднит работу этого подразделения. Кстати, это не первый удар ГУР по этому элитному отряду. Ранее украинские разведчики рассказали о ликвидации целой группы российских водолазов, которые пытались вытащить украинский дрон. ГУР уверенно заявляет, демилитаризация временно оккупированного полуострова будет продолжена. В этой связи мы широко ценим усилия и предложения Китая, Индии, других наших стратегических партнеров. А сейчас рубрика «Вместо 1000 слов». Пока Путин участвует в очередном саммите ШОС в Тяньцзине, один из ключевых китайских банков, Хэйхэ Rural Commercial Bank, полностью прекратил принимать платежи из России. Об этом пишут «Ведомости». Причина решения китайцев – санкции ЕС, которые вступили в силу еще 19 июля. Поначалу Хэйхэ продолжал работу с российскими платежами, несмотря на введение ограничений, но на прошлой неделе банк внезапно остановил все переводы. Формальное объяснение звучит нейтрально. Настройка внутренней инфраструктуры. Но источники в российских банках и бизнес-кругах говорят прямо: система расчетов с Китаем рушится. Теперь другие китайские банки отказываются принимать деньги из Хэйхэ. Российский бизнес оказался полностью в подвешенном состоянии. Никто не знает, что делать дальше. Хэйхэ – небольшой сельский банк, но он был одним из последних китайских кредитных учреждений, готовых открывать счета российским банкам. После того, как крупные банки отказались работать с Россией, на Хэйхэ переключилась часть малого и среднего бизнеса. Теперь же даже этот канал закрыт. Результат: тысячи российских компаний оказались на грани невозможности проводить международные расчеты. Может, наконец прекратить войну и начать переговоры? Нет, Владимир Путин продолжает доказывать всем, что черное – это белое. Напомню в этой связи, что этот кризис возник не в результате нападения России на Украину, а в результате государственного переворота на Украине, который был поддержан и спровоцирован Западом. Украинские источники утверждают, видео с запуском «Фламинго», которое появилось накануне, не было испытанием. Новые украинские ракеты нанесли первый успешный удар по временно оккупированному Крыму. Это был удар с точностью и силой, которая потрясла российскую безопасность. Под удар попала база российских пограничников, курируемая ФСБ. Цель – застава и база патрульных катеров возле Армянска – оказалась полностью поражена. Удар был нанесен на днях, и ранее в СМИ сообщалось, что это была работа ракет «Нептун», но украинский канал «Милитарный» утверждает, это были «Фламинго». Авторы добавляют, были использованы 3 ракеты, и ни одна не была перехвачена. Прямо в сердце оккупированного Крыма удары прошли мимо систем ПВО, демонстрируя абсолютную точность и неожиданность. Возможно, это произошло потому, что ГУР и силы специальных операций методично уничтожали радиолокационные установки врага накануне.
Российские спецслужбы создали риск для жизни главы Еврокомиссии. Такой вывод можно сделать из публикации Financial Times. Издание сообщило, что самолет с Урсулой фон дер Ляйен на борту оказался без GPS над болгарским Пловдивом. Система дала сбой не сама по себе, а в результате неоспоримого внешнего вмешательства, уверены источники издания. После часа кружения над аэропортом пилот самолета принял решение приземлиться вручную, используя обычные бумажные карты. Мы действительно можем подтвердить, что GPS-сигнал был заглушен, но самолет благополучно приземлился в Болгарии. Мы получили информацию от болгарских властей о том, что они подозревают, что это произошло из-за грубого вмешательства России. Болгарская служба управления воздушным движением подтверждает, случаи глушения GPS растут с февраля 2022 года. Этот инцидент фактически подчеркивает неотложность миссии, которую президент выполняет в эти дни в прифронтовых государствах-членах. Там она своими глазами видела ежедневные вызовы, связанные с угрозами, исходящими от России и ее марионеток. Фон дер Ляйен летела в Пловдив из Польши, где во время посещения ею и премьером Туском границы с Беларусью силовики Лукашенко с автоматами демонстративно прохаживались в непосредственной близости от европейских лидеров. Польские спецслужбы расценили это как потенциальную угрозу. В ночь на 1 сентября Краснодарский край России потрясла новая атака. Беспилотники ударили по электроподстанции в городе Кропоткин, и на месте мгновенно вспыхнул пожар. Огнем был охвачен объект, который обеспечивает работу региональной энергосистемы и критически важные железнодорожные узлы края. Последствия почувствовали сотни жителей. Часть города осталась без света, связь с инфраструктурой нарушена, железнодорожные маршруты столкнулись с перебоями. Возможно, это ответ на недавние российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Накануне без света остались 30 тысяч домов и квартир Черниговщины и 29 тысяч в Одесском районе. Убийца Андрея Порубия найден и схвачен. Глава национальной полиции Украины Иван Выговский опубликовал фото задержанного. Он продолжительное время готовился, следил, планировал и, наконец, нажал на курок. Нам понадобилось всего 36 часов, чтобы выйти на его след и задержать. Министр внутренних дел Игорь Клименко проинформировал, что вероятного убийцу нашли в Хмельницкой области. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что предполагаемый киллер уже дает показания. Мы знаем, это преступление не случайно. У него есть российский след. Прокуратура приоткрыла некоторые подробности о личности подозреваемого. Это 52-летний житель Львова. Пятый канал со ссылкой на анонимные источники рассказал, что российские спецслужбы в течение года шантажировали задержанного информацией о местонахождении тела его сына, погибшего на войне. Нападавший, переодетый в курьера в черном шлеме, приблизился к жертве на электровелосипеде и произвел 8 выстрелов в бывшего председателя Верховной Рады. Андрей Порубий был одним из наиболее ненавидимых в России украинских политиков. Он играл одну из ключевых ролей во время революции достоинства, которую в Кремле до сих пор называют переворотом. Шокирующий случай в австралийском Сиднее. Неизвестный на белом внедорожнике буквально выбил ворота российского генконсульства. События разворачивались стремительно. Сначала полицейских вызвали к дипмиссии из-за припаркованного на подъездной дорожке внедорожника без разрешения. Казалось бы, обычное нарушение, но когда стражи порядка попытались поговорить с водителем, машина внезапно превратилась в орудие штурма. Внедорожник с грохотом врезался в ворота и въехал на внутреннюю территорию консульства. В ходе этого конфликта пострадал один из полицейских. Водителя задержали, ему 39 лет, он дает показания, но кто он и зачем это сделал, пока неизвестно. Полиция начала расследование, оцепив территорию вокруг дипмиссии. Очевидцы рассказали, полицейский вытащил оружие, требовал, чтобы водитель покинул машину, но та продолжила движение в сторону консульства. Стоит отметить, что это уже не первый странный инцидент у российского генконсульства в Сиднее. В феврале прошлого года неизвестный забросил на территорию дипмиссии подозрительную сумку. Полиция оцепила улицу, но вскоре выяснила, угрозы не было.
Очередные неприятности преследуют так называемый дворец Путина под Геленджиком. Благодаря фильму Алексея Навального несколько лет назад все узнали, что этот долгострой растянулся на невероятный срок. Потом журналисты проведали, что недостроенный объект начали перестраивать. И вот новая напасть. Дворец чуть не сгорел. Лесной пожар, который возник недалеко от путинской дачи, удалось потушить лишь спустя 4 изнурительных дня. Огненный фронт охватил 42 гектара, и на борьбу с пламенем были брошены силы в 500 человек и сотни единиц техники, включая Ил-76 и 2 вертолета Ми-8. Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, возгорание возникло после падения украинского беспилотника. Огненная стихия разбушевала всего в 10 километрах от того самого дворца. На этот раз повезло, но кто знает, не долетит ли до знаменитой комнаты грязи следующий украинский дрон или иной летательный аппарат. Как думаете? Пишите в комментариях. Из Польши депортировали 29-летнего украинца, который угрожал устроить поджоги в стране. Об этом в соцсети X сообщила пограничная служба страны. Мужчина выкладывал в сеть видео с угрозами поджогов. После задержания его передали украинской стороне, а въезд в Польшу из страны Шенгенской зоны ему будет закрыт на 10 лет. Ранее в субботу пограничники депортировали 15 граждан Украины, которых признали угрозой общественной безопасности и порядку Польши. Отдельное спасибо за то, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. Доброго вам вечера. До новых встреч и хороших вам новостей.